Любая слабина или не ответ релевантный, он просто развязывает руки агрессорам, как бы шаблон это ни звучало, но это показывает практика с 2008 года и раньше, это что касается Российской Федерации. Энтони Блинкен, госсекретарь Соединенных Штатов Америки, где пребывал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, на 3,5 часа раньше закончил свой эфир, свою поездку, за что тоже получил, потому что, говорят, мог бы еще на 3 часа раньше, потому что знал об атаке по Голанах, но тем не менее, уже вышло как вышло. Значит, Блинкен, комментируя трагедию в Мадж-Шамсе, сказал: мы поддерживаем право Израиля защищать своих граждан от террористических атак. Все признаки указывают на то, что ракета, поразившая Мадж-Шамс на Голанах, была запущена Хизбаллой, но начал за здравие, закончил за упокой и добавил, что прекращение огня в секторе Газа станет возможностью установить прочный мир на голубой линии между Израилем и Ливаном. А какая может быть голубая линия при переходе красных линий со стороны террористов? И вот эта аккуратная позиция до сих пор администрации Байдена о чем говорит? Позиция администрации Байдена универсальна для всех регионов, и ее можно выразить выражением «лишь бы не было войны, и кабы чего не вышло». Им это неудобно с политической точки зрения, будь то эскалация с Россией, им, конечно же, неудобно, они ее очень и очень боятся, им неудобна эскалация с Ираном, им неудобно расширение войн, которые идут сейчас на Ближнем Востоке. Значит, это с точки зрения администрации Байдена. Голубая линия — это, кстати, наименование ливано-израильской границы на таком сленге, это наши местные реалии. Но вот тут Блинкен высказывает вот в духе свои пожелания, в духе американской политики, что, мол, в Газе, во-первых, он хочет, чтобы в Газе закончилась война, его не интересуют израильские интересы, а в израильские интересы окончание боевых действий, полное окончание боевых действий в Газе не входит, безусловно. Но дело даже не в этом. Он подразумевает, что Хизбалла прекратит огонь, если прекратится огонь в Газе, и все должно поплыть каким-то чередом. Значит, если это так поплывет своим чередом, то это будет то самое стратегическое поражение Израиля, о котором я уже упоминал. В израильских интересах не просто прекратить огонь на голубой линии между Израилем и Ливаном, и Израилем и Хизбаллой. В израильских интересах изменить правила игры коренным образом. Ситуация, когда террористическая организация Хизбалла из солидарности с другими террористами нападает на Израиль по собственному усмотрению и 9 месяцев обстреливает Израиль так, что 80 тысяч наших граждан эвакуированы, десятки погибли, миллиардный ущерб нанесен, отвлекаются на Хизбаллу военные силы, что мешает решать другие задачи. И ситуация, когда они вот так вот действуют и считают, что им за это ничего не будет со стратегической точки зрения, абсолютно неприемлема. Такую ситуацию необходимо изменить коренным образом, так, чтобы на десятки лет у них отбилось желание, у них и тех, на кого опирается организация Хизбалла, желание воевать с Израилем. Это стратегическая задача, которая настолько важна, что на нее стоит пойти, на ее решение, даже если будут серьезные потери. А серьезные потери в случае большой войны с Хизбаллой, несомненно, будут. Расчетные потери, есть такое понятие. Они говорят о сотнях погибших в израильском тылу и многих сотнях погибших на фронте. Это как минимум, но тем не менее из двух зол нужно выбирать меньше. Десятки лет оттягивали, что называется, оттягивали вот эту вот кульминацию, и сейчас кульминация близка. Если оттягивать дальше, будет только хуже. Это факт. Давид, общался о возможных стратегических или тактических планах и сценариях Нетаньяху не только лишь с Байденом, срок администрации которого исчерпывается, но тем не менее до января время есть. Рассчитывать на то, что изменится эта тактика, как бы чего ни вышло, вряд ли приходится. Но встречался Нетаньяху также и с Дональдом Трампом, уже официальным кандидатом от республиканцев, и потенциальной кандидаткой от демократов Камалой Харрис. Разные видения у них на ситуацию, войну в секторе Газа. Трамп вообще говорит, если не я, то будет Третья мировая война. Харрис не понимает, чего делать в секторе Газа, а слова совсем, по мнению Трампа. А на кого бы вы здесь делали ставку, или еще рано говорить о предполагаемых сценариях прихода того или иной кандидатки на пост главы Белого дома? Дело не в том, на кого бы я делал ставку. Важно, на кого сделает ставку народ Соединенных Штатов. Мы во всем мире, и особенно те, кто в заметной степени зависит от американцев, и те, кто находится в угрожаемом положении, наблюдаем с огромным интересом и, что сказать, волнением, что будет на выборах Соединенных Штатов. Однако все эти предпочтения и рассуждения, на мой взгляд, до ноября, они всего лишь попытка выдать желаемое за действительное и напоминают боление за любимую команду. Так как это не приносит никакой пользы,
Я предпочитаю наблюдать за происходящим достаточно хладнокровно, насколько это можно, прислушиваться иногда к тому, что говорят те или иные кандидаты, та же говорит Харрис, то, что говорит Трамп, и при этом отдавать себе отчет, что одно, то, что говорится, не находясь у власти, это может быть одно, а при приходе к власти, это касается, кстати, и Харрис, и Трампа, несмотря на то, что Харрис сейчас вроде бы близко к рулю, тем не менее, так вот, люди, очень многое будет зависеть от того, какая команда будет окружать и на кого будут полагаться тот или иной победитель в президентской гонке. В любом случае, скажем так, с точки зрения Израиля, могу точно сказать, что Камала Харрис и те высказывания, которые она делала, в том числе в последние дни, это не выглядит, скажем так, позитивно и перспективно, но это общая оценка, и в любом случае предстоит дождаться результата выбора. До этого стоит сэкономить себе нервы, тем более повлиять кому-то, кроме, собственно, американских граждан, на исход выборов, мягко говоря, сложно. Хорошо, принято, да, конспирологией мы тоже не любим заниматься, мы в свою очередь также касательно вопроса российско-украинской войны наблюдаем, обсуждаем, конечно, потому что разные планы появляются, не только лишь держим в зоне внимания и действительно немного нервозности, но не паники состояния. О других выгодополучателях, обострения ситуации на Ближнем Востоке, от того, что эскалация неизбежна и периодически сейчас так остро проявляется между Хизбаллой и Израилем, получает ли выгоду Иран, к примеру, сейчас, или они пока тоже просто наблюдают? Иран придерживается, во-первых, Иран не просто наблюдает, Хизбалла это, можно сказать, важнейший инструмент Ирана. Хизбалла это его лучший, даже тут не совсем правильно говорить марионетка и прокси, это полусоюзник, полумарионетка. Это важнейший инструмент, в который в последние 40 лет примерно Хизбалла существует. Вложены были десятки миллиардов долларов и огромные ресурсы, колоссальные ресурсы кадровые, интеллектуальные, какие только не вкладывались. Иран предпочитал всегда все последние годы, оставаясь слегка за кулисами, задействовать свои силы на Ближнем Востоке против своих противников, против Израиля, против Соединенных Штатов и арабских стран других. Эти силы, это, конечно же, Хизбалла, это проиранские группировки в Ираке и в Сирии, в той или иной степени и палестинские группировки, например, исламский джихад, довольно-таки проиранский, хотя, конечно, он тоже, в общем-то, самостоятельный. Ну, естественно, хуситы. И как Ирану это удается, мы видим, хуситы парализовали в заметной степени судоходство в важнейшем регионе мира при такой очень беззубой реакции со стороны Соединенных Штатов. Хизбалла, как мы видим, действует тоже достаточно активно в Ираке. То происходят те или иные действия. И одна из целей Ирана — это взять Ирак под свой контроль. Ну, скажем так, иметь очень и очень серьезное влияние в Ираке. Там у них с переменным успехом это происходит, но в заметной степени. В общем, Иран, не действуя силовым образом, укрепляет и усиливает свою экспансию в регионе, укрепляет свое военно-техническое сотрудничество с Россией, Китаем и Северной Кореей. Северная Корея его давний партнер. Вот это самое сотрудничество с Россией дает Ирану запас прочности. Я скажу более того, в 2015 году, когда администрация Обамы ошибочно пошла на так называемую ядерную сделку с Ираном, это во многом развязало Ирану руки в плане доходности от снятия санкций и отсутствия опасений разного рода действий со стороны США. И вот тогда ирано-российское сотрудничество пошло вверх, в Сирии в первую очередь. Ну а далее, несмотря на элементы соперничества, оно нашло дополнительное, скажем так, проявление уже, собственно, когда пошла война в Украине большая. В общем, Иран не сидит сложа руки, Иран угрожает Израилю, Иран из-под готовится к прорыву к ядерному оружию. В общем, Иран — это очень и очень серьезный игрок, очень проблематичный для Израиля. Это главный враг, который стоит за многими действиями, как казалось бы, осуществляемыми другими сторонами или другими участниками. Тотальное уничтожение Хамаса, Хизбаллы и же с ними подкосит Иран совсем или хотя бы на 50%? Во-первых, понятие тотальное уничтожение, это, я бы так сказал, это сильно сказано. Это не совсем возможно, да, то есть идею некую уничтожить сложно, можно уничтожить огромное количество ее носителей и подорвать военный потенциал. Так вот, военный потенциал Хамаса уже очень-очень серьезно подорван, хотя есть еще над чем работать. С Хизбаллой это одна из важных задач. Хизбалла — это важнейший инструмент Ирана, который в том числе создавался для того, чтобы устрашить Израиль, чтобы Израиль
воздержался от удара по ядерным объектам Ирана, а если уже Израиль ударит по ядерным объектам Ирана, чтобы его постигло очень серьезное возмездие, потому что арсенал Хизбаллы совершенно потрясающий, и то, что Иран может сблизи доставить до Израиля, я имею в виду ракеты и так далее, он не может доставить со своей территории. Поэтому Хизбалла, находящийся поблизости от Израиля, в заметной степени угрожает Израилю больше, чем сам Иран. Вот такая вот ситуация, без ядерного оружия. Уничтожение заметной части арсенала Хизбаллы, а также изменение ее статуса в Ливане, если таковые произойдут, это будет серьезнейший удар по Ирану, по иранской экспансии на Ближнем Востоке, и это будет, ну, скажем так, важнейшим поражением Ирана. Но сказать, что от этого изменятся кардинально иранские возможности, вот буквально кардинально, было бы неверно, потому что свои возможности все же у них есть, и по ним тоже необходимо ударить тем, кто понимает, насколько велика иранская угроза, а это должно понимание рано или поздно наступить. А кроме того, Иран, конечно же, попытается восстановить силы своих союзников, которые понесут или уже понесли серьезный урон. И вот здесь задача Израиля и других игроков в этом регионе не позволить им восстановить свой военный потенциал до условно довоенного уровня. Давид, и также у Ирана есть не только свои ресурсы, и российские еще, по всей видимости, они же обмениваются без конца и без края. И что нам известно сейчас о усилении их сотрудничества? Вот аналитики Института изучения войны опять напоминают нам, что Россия помогает Ирану и КНДР, те, в свою очередь, чем могут России, чем-то новым обмениваются. И как много сейчас делает Россия для того, чтобы ядерные разработки Ирана выходили на новый уровень? Ну вот по поводу ядерных разработок Ирана, вопрос это самый главный и самый серьезный, который беспокоит Израиль по большому счету больше всего. О том, что Россия сотрудничала с Ираном в гражданской ядерной сфере, то есть строила ему ядерную электростанцию. Косвенно это, конечно же, помогало и военному, развитию военной ядерки. Ну, понятно, чем это хотя, казалось бы, это нечто иное, но не совсем иное. Это близкие родственники относительно. Однако, непосредственно передачи ядерных технологий для создания ядерного оружия Ирану до сих пор не наблюдалось. Но принято считать, что это и противоречит интересам России. Скажем так, подарить кому-то ядерную бомбу, грубо говоря, это нужно, за такой шаг решаются крайне редко, и для этого должны быть очень веские причины. Для России Иран вообще-то долгое время, несмотря на то, что сегодня Иран это партнер и ситуативный союзник России, не так давно это был, в общем-то, в определенной мере соперник. Даже в той же Сирии, где они союзно воевали. Иран граничит с Россией по Каспийскому морю. Иран это фундаменталистское шиитское государство, которое идеология очень специфический характер носит. То есть сказать, что это друг России, такой вот исконный друг, было бы неправильно. Значит, дарить кому-либо ядерное оружие это крайне проблематично. Почему? Во-первых, оно может обратиться и против тебя когда-нибудь. Во-вторых, это вызовет огромное недовольство целого ряда стран, для которых Иран представляет угрозу. И дело не только об Израиле и Соединенных Штатах. Сказать, что, скажем, та же Турция, Саудовская Аравия и Эмираты не порадуются помощи России в ядерной сфере Ирану, это ничего не сказать. Появление ядерной бомбы приведет к гонке у Ирана, приведет к гонке ядерных вооружений среди других стран, что тоже вряд ли России должно понравиться, в том числе соседей России, в том числе и Турции. Поэтому, в принципе, такие вещи, как правило, не делаются. Однако, если Россия почувствует себя загнанной в угол или почувствует, что это и очень важно, исключать этого нельзя, и в Израиле этого очень опасаются, и поэтому в том числе, что называется, осторожный с Россией вдвойне. Насколько это оправдано, это другой момент. Ну а пока без ядерных, собственно, компонентов Россия и Иран обмениваются всем, что есть друг у друга. Иран приобрел российские истребители, чтобы улучшить ситуацию в своих ВВС, так как у них они, в общем-то, устарелые. Кое-что другое приобретает. Естественно, мы все видим, что приобретает Россия. Это беспилотники Шахед-136-131. Видимо, боеприпасы и амуницию иранскую. В общем, стороны нашли друг друга. Вместе они давно нашли, вернее, иранцы давно нашли Северную Корею и северокорейцы иранцев. Между ними очень тесное сотрудничество десятилетиями. Вот такой вот треугольник, за которым так специфически наблюдает Китай. Китай выходит на арену переговорную не только российско-украинской войны, войны в Израиле. Просто эти последние дней 10 Ван И то к нему едут, то он едет, летит, встречается. Просто неуловимый переговорщик. Чего ищет Китай, на что рассчитывает и как он может повлиять на развитие ситуации в Израиле в секторе Газа?
Китай долгое время был достаточно, отдавал основное предпочтение своему экономическому, технологическому и военному развитию. Однако в последние годы Китай чувствует, что он приближается к статусу сверхдержавы или не только приближается, а пытается ею стать. А сверхдержава, что это значит? Это активная политическая деятельность и мощная политическая активность в самых разных регионах, а не в районе своих границ. И регион Ближнего Востока, и Европа, и российско-украинская война – это вот те случаи, когда можно себя проявить. С какой степенью успешности – это другой вопрос. Но мы видели вот это повышение китайской активности, которая носит не только экономический, но и дипломатический характер, уже достаточно давно, и она продолжает оставаться на уровне. Напомню, что дипломатические отношения между Саудовской Аравией и Ираном были восстановлены именно при китайском посредничестве. Вот та самая активность, когда Китай показывает, что он работает с двумя важнейшими игроками в нашем регионе, причем вот приводит даже к результату. Ну а так называемая палестинская проблема, это же ведь проблема, которая десятки лет, что там десятки лет, в общем-то, с момента образования государства Израиль на повестке дня, и как, если ты держава, как же не пытаться поучаствовать в ее решении. Соответственно, мы видим визиты глав и представителей палестинских группировок в Китае, где они подписали некое соглашение о, ну, назовем это, примирении и сотрудничестве. Впрочем, такого тут, боюсь, китайские дипломаты взяли на себя слишком много, потому что подписывали такого рода соглашения и пытались они делать, я имею в виду Хамас и Фатх, уже много раз. И из-за глубочайших противоречий ничего не получалось у них. Правда, нельзя исключать, что вдруг что-то изменится, вот именно вдруг. А на вдруг обычно ставки не делаются. Китайцы решили попытать счастье здесь. Они становятся все более активным игроком на Ближнем Востоке. И с этим нужно считаться, и за этим нужно пристально следить. И, кстати, не только на Ближнем Востоке, а по большому счету и везде. Китай – это сверхдержава в процессе создания. Кто-то скажет, уже таковая, и с ним, безусловно, нужно считаться и знать, как этому противостоять, если действия Китая представляют угрозу. Да, причем Китай мало того, что постоянно поглядывает на Тайвань и готовит, по всей видимости, ну, по разным оценкам, у нас есть эксперт, международник Артур Харитонов, говорит, что к 2027 году практически неизбежно будет охота Китая на Тайване, но, тем не менее, это тоже пока что прогнозы. В то же время Китай, мы знаем, и в контексте России, и в контексте, по всей видимости, может выступать и Ирана, выступает против применения ядерного оружия и всегда говорит в своих заявлениях, по крайней мере, публичной в риторике, о недопустимости ядерной эскалации в 21 веке. Насколько и здесь может быть опасно ситуация уже между игроками Китаем и Ираном, к примеру? Ну, Китай вроде бы придерживается. Есть, конечно, с Китаем на самом деле сложно многие вещи понять. Есть одни декларативные высказывания в стиле «за все хорошее», а с другой стороны есть реальные действия. Тем не менее, принято считать, что ядерный шантаж, который использует Россия, это не то, что нравится Китаю. Китай придерживается все-таки, скажем так, менее, ну, скажем так, для него выглядит менее приемлемым и угрозы из применения ядерного оружия. С другой стороны, Китай сам развивает, естественно, свою ядерную сферу и средства ядерного поражения. Он считает, что, конечно же, один из вариантов достигнуть паритета с Соединенными Штатами, это в первую очередь, не в первую, но не в последнюю, мягко говоря, очередь, это направление. Касательно передачи Ирану ядерных технологий, пока Китай на этом замечен не был. В целом ему тоже не должно быть особо интересно, чтобы какая-то страна приобрела ядерное оружие, чтобы это привело за собой некую цепную реакцию гонки ядерных вооружений. Вообще Китай, я так думаю, был бы очень и очень недоволен, если бы оказалось, например, что в рамках всеобщей гонки ядерных вооружений таковое ядерное оружие оказалось и у, скажем, у Японии, у Тайваня и у Южной Кореи. А ведь такой расклад тоже не исключен, если эти страны решат, что правила перестали работать и ограничения следует снимать. Так вот, с Китаем ситуация проблематична, тем не менее, пока по ядерным делам он вроде бы не передавал того, чего не нужно, а с другой стороны, его сотрудничество с Ираном носит очень тесный характер. Многие иранские системы вооружений это лицензионные китайские. Ну, естественно, ключевой вопрос, кому и как Китай решится или не решится поставить оружие свое. И мы помним, что во всем, что касается России, роль Китая очень и очень велика, потому что именно он
является основным покупателем российских полезных ископаемых, а соответственно российских доходов. Это во многом китайское происхождение. Главное, через Китай в Россию идут товары двойного назначения, и благодаря Китаю работает во многом. Благодаря Китаю российская производственная база, я имею в виду база российского ВПК,